Приветствую. Говорит Макс Вольф. Sieg im Westen. Победа на Западе. Это почти двухчасовой фильм, снятый по заказу Верховного командования армией. Он повествует о победе немецкого оружия над силами Западной коалиции в 1940 году. Производство фильма началось сразу же после капитуляции Франции и включало в себя как немецкую кинохронику боев, так и захваченные пленки стран Западной коалиции. За 15-минутным вступлением, в котором описывается предыстория похода, следует основная часть, в основном состоящая из материала, отснятого так называемыми ПК – ротами пропаганды под началом Йозефа Геббельса. Несмотря на это, фильм был сделан не Министерством пропаганды, а именно военными, которые, используя документальную съемку и наглядные карты, демонстрируют ход основных событий кампании от лица сухопутных войск. Фильм был впервые показан в Берлине, а в мае 1941 года даже стал блокбастером на показе в Нью-Йорке. Над фильмом работали режиссеры Свен Нольден, Фриц Брунш, Вернер Кортвих и Эдмунд Смит. Музыкальное сопровождение обеспечивалось Хорстом Хансом Зибертом и легендарным Гербертом Винтом. Включайте субтитры и приятного просмотра. Перед лицом Бога я клянусь этой священной клятвой, фюреру германского райха и народа, Адольфу Гитлеру, главнокомандующему вермахта, беспрекословно подчиняться и быть храбрым солдатом, всегда готовым пожертвовать своей жизнью. Этот фильм повествует о борьбе немецкого народа, который его на протяжении столетий взывали с целью защиты границ и жизненного пространства. На 3 крупных реках – Рейне, Дунае и Висле – лежит эта прекрасная страна, за которую приходилось снова и снова сражаться. Это Германия. В 1648 году, после 30-летней братской войны, Первый немецкий райх был сокрушен Вестфальским миром. Франция и Англия воспользовались раздробленностью немецкого народа, дабы установить свое мировое господство.
200 лет спустя осознание общей угрозы объединило множество немецких государств под гениальным руководством Бисмарка во Второй Райх. Вновь обретенное единство принесло немецкому народу мирное развитие и растущее благосостояние. Были приобретены колонии, пусть размером с крупицу по сравнению с тем, что имела Англия. Всегда готовая к бою армия и сильный флот защищали родину и колонии. Англия беспокоилась за свое мировое господство. Политики и торговцы все активнее занимались окружением Германии. Итогом этому стала мировая война. Четыре с половиной года сражалась Германия практически против всего мира. Немецкая армия побеждала на всех фронтах. Англия вела другую войну, продовольственную блокаду против женщин и детей, вбивая клин между фронтом и родиной. Политическая слабость немецкого правительства оказалась фатальной. Над Германией было совершено насилие позорным Версальским договором. Вражеские контрибуции, инфляция и безработица ввергли немецкий народ в тяжелейшую нужду. Истощенный, деморализованный, без своего лидера, он шел навстречу своему концу. Враг воспользовался слабостью. В это время упадка Адольф Гитлер, ветеран мировой войны, создает национал-социалистическую рабочую партию Германии. Его идея становится сигнальным огнем. СА несли эту идею вперед. От 7 человек движение выросло в огромную политическую армию. Во времена упадка светлым лучом виднелось немецкое воинство. 100-тысячная армия сохранила наследие былого прославленного войска, предоставляя фюреру основу для создания новой народной армии. И пускай вместо запрещенного оружия армия имеет лишь муляжи, надувные танки и деревянные пушки, но за всем этим стоит ярая воля к слому диктата. Французские угрозы не могут остановить восстановление.
30 января 1933 года становится поворотным моментом немецкой истории. Новый политический солдат протягивает руку солдату Рейхсвера. Фронтовое товарищество мировой войны находит свое воплощение. Начинается восстановление. Однако Англия вооружается. Предложения фюрера о разоружении отвергаются. 2 года спустя после захвата власти фюрер объявляет о возобновлении воинской повинности. Министерство вооружений и немецкие рабочие без устали трудятся, дабы нагнать чрезмерно вооруженные западные страны. Фюрер непоколебимо преследует свою политическую цель. Он разбивает оковы Версаля и возвращает то, что является немецким – Рейнскую область. Австрию. Судеты. Таким образом, план западных стран по использованию Чехословакии в качестве воздушной базы был сорван. В качестве защиты от возрастающей угрозы вторжения в Германию фюрер возводит линию Зигфрида. Саперы, инженерные войска и рабочие организации Тотта слаженно работают, и в очень короткий срок линия обороны буквально вырастает из земли. Чехия становится протекторатом Германского райха и таким образом выпадает из вассальной зависимости от западных сил. Единственной надеждой сил Запада остается только Польша. Немецкое население в Польше испытывает на себе жесточайший террор. Для решения вопроса о создании коридора фюрер делает несколько далеко идущих предложений. Варшавское правительство отвечает на эти предложения демонстрацией военной мощи и все возрастающим террором против этнических немцев. Английские и французские дипломаты суматошно двигаются в направлении войны.
1 сентября 1939 года в Рейхстаге фюрер объявляет: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Спустя 18 дней враг полностью разбит. Варшава капитулирует. Немецкий Восток отныне в безопасности. Теперь длинные транспортные поезда катятся на запад, на подкрепление сил, обороняющих линию Зигфрида. В непоколебимой готовности к миру и в осознании своей мощи фюрер предлагает западным странам мирное соглашение, которое интерпретируется ими как признак слабости и отвергается. Более того, противник пытается создать новые зоны боевых действий в Скандинавии. 9 апреля 1940 года фюрер предвосхищает этот план. Немецкие части опережают врага на 10 часов, занимая Данию и Норвегию. Кригсмарине выбивает из рук англичан все козыри. Взаимодействие между тремя составными частями вермахта образцово. От Нарвика до Базеля протянулся единый Западный фронт. Солдат линии Зигфрида перенес тяжелую зиму. Он ожидает вражеское вторжение. Доверие немецкой армии и всего немецкого народа принадлежит фюреру, в чьих руках находится судьба Германии. Лишь ему известно, когда прогремит судьбоносный час принятия решений, но которому также известно, что за ним стоит вооруженный народ, преисполненный верностью и любовью, который готов следовать его зову вперед к решениям. В ночь на 10 мая 1940 года фюрер немецкого народа издает следующее воззвание. Солдаты Западного фронта. Настал час решающей битвы за будущее немецкой нации. Немецкий народ не имеет ненависти по отношению к английскому или французскому народу. Но сегодня он поставлен перед вопросом, хочет ли он жить или же погибнуть.
Крадущаяся опасность, за которой мы следили уже многие месяцы, наконец материализовалась. Англия и Франция, используя гигантский отвлекающий маневр в Юго-Восточной Европе, пытаются выйти в район Рура через Голландию и Бельгию. Солдаты Западного фронта, теперь пробил ваш час. Битва, начинающаяся сегодня, определит судьбу немецкой нации на следующую 1000 лет. Немецкое руководство получило информацию, что сильная вражеская группировка в районе Лилля, состоящая из многочисленных французских и английских дивизий, получила указание, нарушив нейтралитет Бельгии и Голландии, продвинуться к Нижнему Рейну и войти в область Рура. Бельгийские пограничники услужливо поднимают шлагбаумы перед войсками западных стран. Watching on the Siegfried line. Have you any dirty watching, mother dear? We're going to hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. The weather, maybe При приближении немецкой армии враг взрывает мосты и переправы. В то время как бельгийская и голландская границы не имеют укреплений на западе, на Арденском направлении, в Маасе и по всей голландской границе расположена линия сильных оборонительных сооружений, танковых заграждений и мощных препятствий, направленных на восток. Перед лицом надвигающегося нападения врага фюрер выступает со смелым планом. Здесь он обсуждает операции с верховным командующим армией, генерал-оберстом фон Браухичем. Немецкие силы, разделенные на 3 группы армий, группу армий Б под командованием генерал-оберста фон Бока на правом фланге и группой армий А под командованием генерал-оберста фон Рунштадта в центре, должны атаковать, в то время как левый фланг, группа армий С, генерал-оберста Риттера фон Лейба, должна обороняться в районе Саара и Верхнего Рейна. В ночь с 9 на 10 мая передаются решающие приказы. Первым советником Верховного Главнокомандования армии является глава Генерального штаба генерал артиллерии Гальдер. Позади бельгийских каналов, в зоне крепости Голландия, высаживаются отборные части Люфтваффе, занимая важнейшие переправы для наступающей армии.
На заре немецкие армии начинают наступление по всей ширине фронта. Важнейшим элементом вражеского сопротивления является крепость Льеж и форт Эбен-Эмель. Обладая 22 бункерами, 40 орудиями, гарнизоном в 1200 человек, защищенный глубоким каналом, он считается неприступным. Люфтваффе уничтожает множество важных фортификаций, создавая для противника тяжелое и неожиданное положение. Немецкая пехота и инженерные войска начинают наземную атаку против внешнего кольца бункеров. Однако перед Эбен-Эмель простирается Маас и канал, а все мосты взорваны. Сперва атака останавливается из-за вражеского огня. Лишь на закате 10 мая штурмовой группе из 17 инженеров удалось пересечь канал под непрерывным вражеским огнем.
Мощный бункер под номером 4 продолжает вести обстрел. С ним Эбен Эмель стоит. Без него же падет. Уже 11 мая Эбен Эмель капитулирует. Мир затаил дыхание. Небольшая горсть смело смотрящих в лицо смерти немецких солдат проломила стену бетона и стали. Начинается атака правого крыла немецких армий. Альберт-канал пересекается во многих местах. Линии Пель, Иссейль и Греббе сломлены. «18-я армия генерала фон Кюхлера и 6-я армия генерала Райхенау переходят в неудержимое наступление. Десантники все еще удерживают мосты у Мурдейка и Роттердама. Дорога в голландскую крепость открыта. В рядах сухопутных сил сражается Waffen-СС. Holland kapituliert. Достигнуты две вещи. Опасность для района Рура устранена. Устье Рейна в надежных немецких руках.
Главные силы немецкого правого крыла сталкиваются с основной массой противника далее на юге, на старых бельгийских полях мировой войны. Идет подготовка к первому танковому сражению войны. Танковые дивизии Берлина и Парижа столкнутся друг с другом. Замечены вражеские танки. Здесь французы впервые задействуют свои хваленные тяжелые танки. Немецкое командование приказывает танкам атаковать. Пробивная способность немецких снарядов велика, даже против крепкой 70-мм стали. Немецкие танки едут дальше, пользуясь достигнутым успехом.
планах Генерального штаба западных сил линия Мажино, символ французской обороны, гордость и надежда французского народа, играет крайне важную роль. Montpensier est en portée 6, Montpensier est en direction 13. Ежедневно вражеская пропаганда заявляла: линия Мажино неприступна. Враг восклицает: мы сильнее, поэтому мы победим. Почти половина мира, более 600 миллионов человек на нашей стороне. Et sans cesse, des hommes, des centaines de milliers d'hommes vont aux portes de la France renforcer ses frontières. Il faut en finir, a dit en français M. Chamberlain, il faut en finir avec la force brutale de l'hitlérisme. Il n'est pas un de ces hommes qui n'en soit persuadé et ne veuille faire triompher les armées du droit. Victoire est une affaire de volonté. La guerre peut être longue, nous devons nous y préparer. Il faut accepter des sacrifices et faire confiance au pays. En souscrivant au bon d'armement, vous sauvez des vies françaises. La guerre sera plus courte et la victoire plus certaine. Массивная атака немецкой группы армии в центре под началом генерал-оберста фон Ронштадта становится полной неожиданностью. Справа 4-я армия генерала фон Клюге, по центру 12-я армия генерала Листа и слева 16-я армия генерала Буша. Он достигает и переходит через Маас и продвигается по направлению к линии Мажино между Мобежем и Седаном. Гениальный план фюрера становится реальностью. Прорыв линии Мажино, молниеносное продвижение к побережью, разделение и уничтожение приготовленных к нападению англо-французских армий. Несмотря на вражеский огонь, инженеры возводят мосты через Маас.
Атака происходит в соответствии с тщательно подготовленным планом. Линия Мажино прорвана между Мобежем и Седаном. На левом фланге группы армий А располагается мощный бункер 505, который после запланированной артиллерийской подготовки был взят штурмом нашими инженерами. Несмотря на тяжелый подавляющий огонь противника, немецкой танковой дивизии под покровом ночи удается пробить брешь во французской линии фортификаций. Девятая французская армия уничтожена. Ее командующий, генерал Жиро, сдается в плен. Немецкие операции проходят в соответствии с планом. В то время как оборонительный фланг сооружается на Энне, немецкие танки, а следом и неустанно следующая за ними на машинах и пешком пехота, прокладывают себе путь через Аррас и Амьен к побережью Ла-Манша.
Немецкий солдат достиг Ла-Манша. Кольцо окружения вокруг англо-французской ударной армии замыкается. Сдавленные подразделения предпринимают разрозненные контратаки. Под Аррасом вражеские танки снова предпринимают попытку прорваться на юг. Все атаки неприятеля натыкаются на плотную немецкую линию обороны. Здесь плечом к плечу с армией сражается Waffen-СС. Уже в эти дни английский генеральный штаб признает, что битва проиграна. Он пытается вывести свой экспедиционный корпус из опасной зоны. Развешивать белье на линии Зигфрида, очевидно, для них уже не вариант. Преданный англичанами, король Бельгии предлагает капитуляцию своей армии. Командующий 6-й немецкой армией генерал фон Райхенау ведет переговоры о капитуляции. «600 тысяч человек сдаются. Для них война окончена». Немецкое руководство действует все смелее. Под Лилем удается окружить сильное подразделение французов. Подойдя с двух противоположных сторон, немецкие солдаты продвигаются через Хасбрук и Ипр. Англичане безжалостно разрушают страну их бывших товарищей по оружию. Немецкие самолеты начинают свои атаки на Дюнкерк. При помощи военных кораблей и многочисленных транспортных судов англичане пытаются перетянуть свои разбитые дивизии через Ла-Манш.
то же время неумолимо продолжается наступление на земле. Am 4 июня Дюнкерк пал. Вот это английское радио назвало победным отступлением. Под конец битвы Люфтваффе уничтожила 24 военных корабля и 66 транспортных судов. За 24 дня два государства были вынуждены капитулировать. Французская ударная армия была уничтожена. Британский экспедиционный корпус взят в плен или изгнан с континента. И с покорением побережья Ла-Манша создана основа для борьбы с Англией. Но Франция еще не окончательно побеждена. Начинается второе массивное наступление немецких армий. Оно требует переброски сил с перестановки фронта с направления восток-запад на направление север-юг. Грузовики — это основное средство снабжения на вражеской территории. Под руководством генерал-квартирмейстера Генерального штаба новая внушительная база снабжения возводится в Северной Франции. То, что немецкому водителю пришлось перенести на протяжении этих недель днем и ночью, войдет в военную историю.
15 миллионов литров горючего, 60 миллионов килограмм амуниции и 22 миллиона килограмм рационов были доставлены в войска. Колонны преодолели свыше 300 тысяч километров. Машинисты Райхсбана, НСКК, транспортная колонна Шпеер, импровизированные колонны, организация Тотта, техническая неотложная помощь и многочисленные рабочие отделения под великолепным руководством создали условия для беспрерывно продолжающегося наступления. Новое железнодорожное инженерное подразделение восстанавливает разрушенные мосты и железные дороги на занятой территории так быстро, насколько это только возможно. Лучший товарищ немецкого солдата – это оружейник. Его мастерство полностью подтверждено превосходством немецкого оружия. Под руководством командующего армейским обеспечением и командующего резервной армией генерала артиллерии Фромма на родине подготовлены необходимые резервы. Под руководством генералов фон Вайхса и Штрауса 2-я и 9-я армии были переброшены на новый фронт, формируемый на Нижнем Сомме и Энне. Несмотря на долгие марши, присутствуют и дни отдыха. Und
Верховное командование Вермахта сообщает: этим утром наши армии начали новое наступление против французской армии по всей ширине фронта. Были осуществлены переправы через Сомму и Энну. Франция возлагает все свои надежды на нового генералиссимуса Вейгена и его оборонительную стратегию, линию Вейгена. Каждая деревня и каждый лесок на южном берегу Соммы преображен в небольшую крепость, которая должна обороняться до последнего. В этой битве штурмовые орудия и штурмовиков поддерживают силы Люфтваффе, уже множество раз закаленные в подобном фронтовом братстве. Вражеский зенитный огонь. Вражеские истребители. В то же самое время пикирующие бомбардировщики разрушают вражеские коммуникации. Утром 5 июня немецкие танковые дивизии начинают наступление через Сомму.
На южном берегу Соммы танки готовятся к атаке. Разведывательный самолет сбрасывает доклад о скоплениях танковых соединений французов. Замечены вражеские танки. Неумолимо быстро продвигаются немецкие части к Нижней Сене. Руан, огромный порт Парижа, является целью немецкого наступления. Перед своим отступлением враг поджег огромное хранилище нефти.
Благодаря усилиям немецких солдат удается спасти великолепный собор от разрушения. Немецкие войска также начинают наступление на Хемминдесдам 5 июня. Meine Herren, morgen wird angegriffen. Zunächst zur Karte hier. Monamteux, Kanal, Oas, Ehen. Hoffentlich sehen wir uns morgen früh bei Sonnenaufgang oben am Schmeidedamm. Dort auf Wiedersehen, meine Herren. Feuerbereitschaft. 5 Uhr! Feuer frei! Feuer frei! Los! Штурм линии Вейгена 5 июня – это лишь первая часть новой, далеко идущей крупной операции. 9 июня в центральной части фронта генерал-оберст фон Рунштедт задействует 3 армии. В течение следующих 5 дней первая армия генерала фон Вицлебена выступает против основной секции линии Мажино. Наконец, 15 июня крайнее левое крыло армии преодолевает заградительное препятствие в ходе боев в районе Верхнего Рейна. Общая цель – полный разгром французской армии. Немецкие танковые части генералов фон Кляйста, Гудериана, Гёпнера и Готта играют особо важную роль. Как и на Сомме, битва на Эне начинается 9 июня с атак на укрепленные деревни и лесистую местность линии Вейгена.
Эта битва открывает дорогу на Марну. Немецкий солдат достигает Марны, судьбоносной реки мировой войны. Под вражеским огнем инженер на маленькой лодке протягивает трос на другой берег. Немецкие подразделения также в лоб атакуют защитные укрепления Парижа. «14 июня Париж, подобно спелому фрукту, падает в руки превосходящей немецкой стратегии.
Генерал-оберст фон Бок и генерал Кюхлер принимают парад. Железный крест и штурмовой знак – это честно заслуженная награда для мужчин, маршировавших, сражавшихся и штурмовавших на протяжении 5 последних недель. Но взятие Парижа еще не решает дело. Хотя вражеский фронт рассыпается, и немецкие колонны преследования нацелены на Нормандию, Британь, Луару, Лангр, линия фортификаций все еще стоит. 14 июня немецкие солдаты, идя по покрытым воронками полям мировой войны, атакуют Верден. Группа армий С начинает наступление на Саар и Верхний Рейн. Наконец, состоялся решающий прорыв по левому флангу Мааса, целью которого является атака в тыл французской крепости. Под огнем немецкой артиллерии рушатся мощнейшие форты.
В Вердене, у знаменитого мемориала мировой войны, верховный командующий победоносной 16-й армией, генерал Буш, принимает парад своих подразделений. После Вердена пали Тюль, Эпиналь, Белфор и, наконец, Бесанкур. Немецкий солдат стоит на швейцарской границе. Кольцо вокруг трех французских армий в Эльзасе-Лотарингии сомкнулось. Из Саара 14 июня атакует первая армия, а днем позднее через Верхний Рейн между Страсбургом и Кальмаром атакует 7-я армия. Храбрые французские солдаты все еще обороняют главные бункеры линии Мажино, выполняя отданные им приказы. В последний раз крутятся шестеренки этой сложной оборонительной системы. Немецкая атака, руководимая генералом фон Вицлевеном, начинается со спланированного массивного артудара. Седьмая армия, которой командует генерал Дольман, должна была на штурмовых лодках проложить себе путь к чрезвычайно укрепленному берегу, через 250 метров водной глади Верхнего Рейна, пользуясь защитой дымовой завесы.
После преодоления Рейна и идущего параллельно канала стоит задача преодолеть многокилометровую, хорошо укрепленную бункерами зону, вплоть до города Вагезы, взять сам город и подавить любое сопротивление противника. Верховный командующий армией генерал-оберст фон Браухич также на этом, имеющем решающее значение, фланге. Прокладывая себе путь через бункеры и преграды, пехотинцы и инженеры метр за метром продвигаются вперед. Тяжелые бункеры линии Мажино сражаются до последнего. Но и здесь, над технологией, машинами и материалом, торжествует жертвенный, молодой, индивидуальный, национал-социалистический немецкий солдат, наполненный энтузиазмом благодаря фюреру и его идеям. Почти 2 миллиона пленных французов, 6 верховных командующих французскими армиями, 29 тысяч офицеров, арсенал и амуниция для оснащения более чем 130 дивизий, плюс захваченные форты, неисчислимое количество материалов снабжения, оружия, боеприпасов, оборудования, сырых материалов и компонентов перешли в немецкие руки. Французское правительство видит лишь одну единственную возможность ввиду этого краха. Оно предлагает перемирие. Кампьен становится декорацией для исторического события. От имени фюрера глава Верховного командования Вермахта, генерал-оберст Кайтель, ведет переговоры в историческом вагоне, прямиком из 1918 года.
После победы на Западе фюрер и верховный командующий вермахта отдал дань уважения армии словами: «За успех в этой колоссальной череде сражений мировой истории следует в первую и главную очередь благодарить самого немецкого солдата. Он вновь проявил себя самым наилучшим образом во всех местах, где бы он ни находился». Благодарю, что досмотрели данный фильм до конца. Отблагодарить меня вы можете, поставив лайк под видео или высказав свое мнение в комментариях. Это очень помогает продвижению. Также не забывайте подписаться на канал, здесь вас ждет еще много чего интересного. И, наконец, переходите по ссылке в телеграм-канал. Именно там я выкладываю литературу по теме видео и источники, фото и аудиоматериал, а также многое-многое другое. Встретимся там. До связи!